Как сделать танк? Этот вопрос мучает меня всю жизнь. Или последние несколько дней, уже не помню. Предлагаю разобраться в этом, как можно сделать танк своими руками. Топ-5 способов. Обозначим, что наша задача сделать достаточно копийный, то есть похожий на настоящий танк. Поэтому в первую очередь откинем лего, деревянные и металлические 3D-пазлы, танки, пластилин и прочее. Всему тому есть свое место, но не тогда, когда мы хотим получить что-то реалистичное. Другим вариантом, который нас не устроит, а может наоборот устроит, это покупка готового танка. Например, такого Т-72 из всем известной коллекции «Русские танки», масштаб 1,72. Если хочется побольше, пожалуйста. Вот Леопард-2, масштаб 1,16, еще и на радиоуправлении. Недостатком таких покупных танков является то, что здесь можно поспорить, а не игрушка ли это, или все-таки модель танка. Можно купить готовую, действительно копийную и точную модель и снять все вопросы, но это может оказаться чертовски дорого. Поэтому нам интересно собрать самому. Итак, первый из 5 способов сделать танк, он же самый простой и доступный, и одновременно один из самых сложных. Уже догадались? Правильно, можно сделать неплохую модель из бумаги. Я бы даже сказал классную. Правда, здесь и зарыта собака. В бумажном моделизме легко начать. Взял, скачал бесплатно бумажную модельку, распечатал на принтере, и уже через 3 минуты делаешь какой-нибудь тигр. А вот чтобы сделать действительно обалденную модель, понадобится хорошенько прокачать свои навыки. Как клеить модели из бумаги и на что они похожи, ты можешь посмотреть в моих роликах. Например, в этом я клею королевский тигр. Как альтернативный вариант скачиванию и печати бумажных моделей есть способ покупки готовых журналок. В остальном все то же самое. Например, из этого журнала у меня получился торпедный катер. В бумаге есть своя магия. Всегда интересно наблюдать, как из плоского цветного листа бумаги получается удивительная трехмерная модель танка, корабля, самолета, да чего угодно. Дико плюсуйте в комментариях те, кто является фанатом бумажно-картонных войск. Второй вариант в нашем топ-5 это модели из совсем другого материала. Пластиковый моделизм значительно более современен бумажного и имеет ряд преимуществ и недостатков перед бумажным моделизмом. В среднем просто сделать модель из готовых пластиковых деталек, а именно так они продаются в коробках, будет проще, чем бумажную. Но для достижения профи уровня понадобится незаурядный скилл. Недостатком является, как правило, большая цена пластиковых моделей, а для достижения высокого уровня сборки и крайне обязательной покраски еще понадобятся недешевые материалы и химия. Этот моделизм мой любимый, но в последнее время я собрал все-таки больше бумажных моделей, нежели пластиковых. Вот так. По пластиковым моделям у меня также есть видеоролики. Например, совсем недавно я начал сборку КВ-2. Замечательный танк. Третий способ сделать танк своими руками – это буквально сделать танк своими руками. Из подручных материалов, так сказать. На самом деле этот вид моделизма может объединять два предыдущих. То есть самодельный танк может быть изготовлен и с применением бумаги, картона, пластика или только бумаги или пластика. Более того, самодельный танк может быть сделан даже из металла или даже с дерева. Довольно сложно такое представить, если мы говорим о танках, а не о моделях кораблей из дерева. Я разделяю бумажные модели, сделанные по готовым выкройкам или из журнала, и самопальные из бумаги. Самоделок наиболее сложен в исполнении. Можно видеть, насколько крутой и реалистичной может быть модель, сделанная с нуля в руках профи. Четвертым замечательным способом это способ сделать модель радиоуправляемой. Собственно, для этого понадобится выбрать один из предыдущих путей и добавить электронную начинку. Очень часто для этой цели используют микрокомпьютер Arduino, плюс сервоприводы, аккумуляторные батареи, пульт управления и еще целую кучу мелочей и проводов. Радиоуправляемые танки чаще представляют из себя игрушки или самодельные гусеничные платформы, но есть пласт моделистов,
которые переделывают копийные модели танков в радиоуправляемые, либо делают их с нуля, часто густо металлическими. Хотелось бы запилить что-нибудь подобное. Посмотрим. И последний из топ-5 способов сделать танк – это барабанная дробь. Я не придумал. Эту задачу я оставлю вам, дорогие зрители. Напишите в комментариях, каким образом еще можно сделать танк, похожий на настоящий, кроме уже упомянутых способов. Как минимум один такой я не назвал. Также скажите, какой из способов вам импонирует больше всего. Ну а пока вы думаете, я пошел клеить следующий танк. Спасибо, удачи, пока.